Всем привет, друзья! Меня зовут Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». И в сегодняшнем своем видеоуроке я хотела бы показать вам, как можно сделать себе симпатичную брошку в виде цветочка. Брошка такая, возможно, подойдет на пиджачок в деловом стиле, либо на строгий черный жилет, а может быть даже и на курточку. Как вы видите, брошку я уже демонстрирую на себе. Вторая брошечка у меня чуть меньшего размера цветочек. И материал, который подойдет для изготовления такого украшения, это тонкая эко-кожа с эффектом металлик. У меня была эко-кожа в золотом цвете и в серебристом цвете. Что немаловажно, должна немножко кожа иметь легкий эффект стретч. Также такую брошку можно сделать из материала искусственная замша с эффектом стретч. В серединке обтянута тканью этой пуговицы, небольшие бусины участвуют в нашей брошке. И сейчас я вам покажу подробно, как сделать это своими руками. Если вам понравилось мое видео, поставьте, пожалуйста, лайк, не пожалейте. Это очень важно для развития моего канала. Делитесь брошкой в соцсетях со своими друзьями. И давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, основной материал, который участвует в создании вот такой вот нашей брошечки цветка, это искусственная кожа или эко-кожа. Какой она должна быть? Главное, что у меня она вот такая очень тоненькая и немного с эффектом стретч. Вот посмотрите, я тяну ее, и она дает возможность немножечко растягиваться, потому что мы будем этой кожей обтягивать пуговицу. У меня брошка сделана в двух цветах. Цвет серебристый металлический и цвет такое вот благородное золото. Для создания лепесточков нашего цветка нам понадобятся шаблоны. Одну брошку я решила сделать побольше и нарисовала, если честно, от руки вот такой вот лепесток в длину 4 сантиметра и в ширину 5,5 сантиметров. Сейчас же я буду делать более маленькую версию брошки и взяла шаблон поменьше. Лепесточек в высоту у нас 3,3 сантиметра, 3 миллиметра, 33 миллиметра, и в ширину тоже 4 сантиметра и с хвостиком 4 сантиметра и 2-3 миллиметра. Таких лепесточков нам нужно вырезать из кожи 5 штучек. Также нам понадобится 2 кружочка из эко-кожи диаметром 3,5 сантиметра и для основы какой-то плотный материал, фетр, либо, как у меня, канва для вышивки, диаметром, таким же диаметром 3,5 сантиметра. Диаметр моей бусины, моей пуговицы точнее, чуть меньше 2 сантиметров. Застежка простая булавка, либо фурнитура для броши. Бусины золотого цвета. На каждый лепесточек понадобится по 2 бусинки. Диаметр бусин на маленький цветочек 3-4 миллиметра. Также нам понадобится иголка с ниткой, линейка, термоклей, ножницы и зажигалка. Вот такой вот лепесточек я вырезала уже из моей эко-кожи при помощи вот такого шаблончика. И теперь, для того, чтобы придать ему законченный вид, я разогреваю краешки огнем зажигалки и делаю волнистый край. В принципе, точно такую же брошку можно сделать из материала искусственная замша, потому что это тоже плотный материал, плотная фактура, и также он в основном тянется и также плавится зажигалкой. Лепесточки у нас готовы. Их мы должны приготовить 5 штучек. И
мы должны взять иголочку с ниточкой и собрать наши лепесточки на нитку. 3 лепесточка у меня уже готовы, и покажу, как я это делаю. Держу листочек к себе изнанкой и делаю прокол иголочкой. Всего у нас должно быть 6 проколов и 3 стежочка. Когда мы вышли на лицевую сторону иголкой, мы продеваем бусинку. Делаем еще один прокол, 2 в серединке, стежок без бусины, 3 прокол, 4, пятый прокол, вдеваю также бусину, и 6 прокол, на изнанку. Вот так должно получиться. 2 бусинки в каждом лепесточке и 3 стежка получается. В серединке пустой стежок без бусинки. И когда мы сбориваем, у нас вот такая картина должна получиться. Так, мы должны собрать все 5 лепесточков. Лепесточков может быть и больше, это, собственно, зависит от диаметра вашей серединки. Будет это стразы или бусина. Первый прокол, вдеваю бусинку, 2, 3, 4 в серединке лепестка мы делаем складочку. Пятый прокол, продеваем бусинку. И 6 прокол, уходим на изнаночную сторону нашего лепесточка. Сшиваем начало и конец нашего цветочка. Стягиваем ниточку. Такой цветочек получился. Закрепляем нитку. И теперь можно заняться серединкой. Абсолютно любая серединка может быть у этого цветочка, но мне захотелось, чтобы серединка была такая же, из такой же кожи, как и сами лепесточки. Вот захотелось мне такую матовую, без лишнего блеска, поэтому взяла пуговицу на ножки и вырезала из той же кожи такой кружок. Сейчас буду обтягивать нашу пуговицу эко-кожей. Для этого
мелкими стежками прошью по краю наш кружок. Оборачиваем нашу пуговицу. Как эко-кожа у нас имеет эффект стретч, отлично. Пуговица обтянулась у нас кружочком из эко-кожи. Таким образом мы получим серединку, такую очень однородную, вместе со всем цветочком, без лишнего блеска. Таким цветком даже можно спокойно задекорировать сумочку дамскую кожаную, либо сделать заколку для волос, украшение на заколку для волос. Закрепляем нитку и приступаем к сборке нашего цветочка. Как раз для этого нам понадобится плотная основа, материал, держащий форму, фетр, либо канва для вышивки, куда мы подклеим наш цветочек. Цветочек получился. И теперь займемся изнанкой нашей брошки. Для этого я приготовила обычную булавку и золотой кружочек. Я складываю пополам и делаю 2 небольших надреза. Чтобы вошла моя брошечка, вошла застежка таким вот образом. И теперь нанесу термоклей на основу и подклею сверху кружочек с креплением.
Хорошенько прижимаем пальчиками. И даем застыть термоклею. Вот наш цветочек готов. Совсем немного времени нам потребовалось, чтобы сделать такие симпатичные брошки, которые можно также использовать как украшение на резиночку для волос, заколку. Я буду очень рада, если это видео окажется для вас полезным. Если вам понравилось оно, ставьте лайки, делитесь в соцсетях рецептом брошек, подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым творческим знакомым. Всем желаю творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока.